продолжение нашей серии про наждак. И сегодня вот вашему вниманию вот я предоставил вещи, которые вам будут необходимы для работы на наждаке. Про подручник я уже снимал, но он тут без него неизбежно на наждаке работать. Поэтому мы начнем с него. И вот всякие приспособления, которые можно на подручник приспособить. Вот такая вот направляющая. Она вам пригодится для заточки всевозможных инструментов. Ножей, сверел. А что с ней делать? А вот. Крепим ее струбциной. Также вот немножко вперед забежим. Струбцины. Мы ее крепим вот таким образом струбциной. Прижму просто подручник. Пустим. Точим ножик. Нужен четкий угол. Вот это вот направляющая, она задает угол. То есть вы не ошибетесь. Ножик упираете в эту направляющую, и у вас образуется определенный угол заточки. Дальше что с ней можно делать? Вот сверло заточить. Сверлу нужен, вот он, определенный угол заточки. То есть от всевозможного материала. Сталь, допустим, твердая, поострей, потупее угол. Мягкие материалы поострей. Вот этой направляющей можно задать угол заточки сверла. Ставим вот в один угол сверла, вот здесь вот в уголок. Поставили, как нам надо. Закрепили нашей струбциной. Все. Пожалуйста, вот она направляющая. Точим сверло. Ну, вот переходим на другую сторону, точим другую сторону. Направляющая есть. Нам необходим маркер. Это обязательно нужно все равно где-то что-то отметить, где-то что-то разметить. Допустим, ту же черточку можно без направляющей, можно просто таким вот образом прочертить маркером. И вот она, угол заточки нашего сверла примерный. Будем держать. Ну, тоже не могу. Ну, фломастер, естественно, не только там для углов заточки. Фломастер еще там отмечать фланцы, где, как. Ну, рассказывать про фломастер, зачем это, он во многих случаях необходим. Дальше. Также вот уголок необходим. Можно там всевозможные, допустим, паз какой-то вырезать. На нем также можно определенные углы заточки делать. То есть пазик делаете под камень. Немножко камень сюда вот заезжает в прорезь. Можно тоже точить инструмент. Можно для удобства то же самое. Не вот такую вот брать направляющую, а повыше для сверла. То есть уже, вот она, уже четко стоит уголок. Вот с этой стороны, чтобы видно было. То есть вот так. В угол заточки сверла и вот попадать. Убираем в сторону. Вот такая струбцина. Дальше. Может быть, у вас какую-то деталь ложите большую. Может, вот такая струбцина понадобится. Вот такая сильно большая будет, неудобная. Где-то деталь какая-то, может быть, с закруглением. Можно с угла ее поймать. Ну, можно и этой. Можно и вот этой. Можно в две струбцины. То есть струбцины вот. Вот такие вот ручные тиски. Тоже можно использовать в качестве струбцины. Вдруг где-то полезно будет. Тоже, в принципе, может пригодиться. Убираем в сторону. Вот такая вот струбцинка. Маленькая. Тут вот даже вот такой толкатель есть. То есть можно деталь и здесь закрепить, и вот здесь. Закрепляется
трех сторон будет держать. И так, и так. Ну, вдруг как-то регулировать можно. Допустим, эту открутил, подвинул. Ну, тоже удобно. Дальше идем. Вот такая струбцина. Тоже может пригодиться. Допустим, вот эта вот большая. Вот эта вот не подошла. А вот эта где-то вот она залезет в угол. Все равно. Может, мешать не будет. Может, какая-то объемная, опять же, деталь. Какой-то материал. Все равно пригодится. Это кажется, что можно, допустим, вот этими вот обойтись одними. Ну а зачем так много? А разные детали. Где-то с двух сторон, где-то с одной. Где-то можно вообще с трех струбцин ее зацепить. Каким-то образом. И вот дальше мы уберем эти струбцины в сторону. Убираем подручник. Он тоже нам не нужен. И переходим мы на установку камней. Вот взяли камень. Вот это стандартный. Ну, стандартный. Нестандартный. Сейчас мы его замерим. Вот толщина камня у нас. 20-й. Посадочная у меня здесь на оправке 25-я. А как же его камень-то закрепить-то? Видите? Вот она у меня шайба. Камень-то будет елозить. То есть проскальзывать. Специальные шайбы. Шайбы вот такие вот. Вот смотрите. Вот диаметр шайбы должен быть не меньше 1/3 камня. Замерим камень. 17 камень. Вот посерединке 17. Шайба прижимная, фланец, должна быть не меньше 1/3 диаметра. То есть она вот 9,5. Да, 95. То есть можно для камня даже 27,5. А у меня камень 17. Ну вот, она вполне подходит. Она почти 1/2, а можно даже 1/3. То есть еще меньше шайбу ставить. Мы ставим, как я уже сказал, шайба не меньше 1/3 диаметра камня. Вот видите, остался зазорчик, и мы второй шайбой раз. Все, и мы прижмем. Но тут еще один нюанс есть. Для того, чтобы натяжение с камня снять, уже все-таки металл, тут камень, даванем, будет большое натяжение. Нужно обязательно вот такие вот прокладочки. Это чтобы снять нагрузку с камня, чтобы он прижимался. Они либо из картона, можно из бумажки, там какой-нибудь там материал, какой-нибудь полипропилен, что ли, что-то такое. Но только тонкий, толстый нельзя. Будет 8, вот такое биение. Либо, ну да, а камень хорошо не зажмется, если будет толстый. Тоненькую вот такую вот. Так. Еще прокладочку. И секунду. И все. И вот такой вот шайба пропала. И шайбой зажимаем. Ключом затягиваем не сильно, без сильных усилий, потому что камень легко можно сломать, он треснет. Чуть-чуть даванули, все, посмотрели. Смотрим, видите, небольшая 8 есть. Ну, тут уже можете посмотреть по ссылке в описании, как я убирал вот эти 8, как я убирал биение камней. Вот, камень мы закрепили.
Для войлочных камней у меня есть вот такие текстолиты, то есть для войлочных дисков. Это, естественно, это текстолит. Для камней применять его нельзя. Для войлока вполне нормальная вот эта вот штука. Войлочный диск зажать можно, но ни в коем случае не камень. Вот камень закрепили. Теперь мы камень уберем. И дальше еще тоже интересная дальше будет сейчас у нас тема. Есть еще для камней поменьше вот такие вот фланцы. Маленькие. Ну, поменьше камешек. И вот есть у меня... Вот. Возьмем мы вот такой вот камень. А как его вот закрепить? Фланцев здесь не хватит. Раз. Даже прокладку оденем, но я пока не буду. Прокладочку. А как его? Гайка не закрепит. Есть у меня вот такие вот насадочки. Одеваем вот такую. Либо вот такую тоже мало. Вот такую можно надеть. Естественно, длиннее болт. Вкручиваем. И вот оно все зажимает. Ну, естественно, болт длиннее. Такой маленький нельзя. Опять же поджимаем. Ну, сильно не поджимаем. Прокладки не стал одевать. Время ваше занимать. Вот. Видите? Работает. Камень небольшой вот здесь. Здесь даже вот этих фланцев нет, этих не хватит. Но есть у меня еще, бывает еще меньше камень можно одеть. Есть у меня еще универсальная вот такая вот. Такая вот насадочка, шайбочка, фланец. Она, вот, видите, она сразу под размер, то есть гонит практически под любой размер. Она раз и зажала. Вот она зажмет. Через фланец тоже зажмет. Она универсальная потому, что зажимает любой камень. Одеваем этот, она и этот возьмет. Можете и этот зажать. Болт длинней, все, она зажмет. Но этот желательно с фланцами. Я просто показываю, что может еще тоньше быть. Может там еще какой-нибудь диск там потолще этого, потоньше этого. И она подойдет. Также есть у меня вот посадочная на 76 диаметр. Это внутренний диаметр камня, это 32. Вот стандартно 32. А как одеть 76? То есть вот диаметр внутренней камня. А вот такой фланец. Одеваем вот эту. Одеваем вот эту. Сейчас, секунду. То снимем. Одевается на 32. Тут 32, тут 76. Токарь мне точил прям в ноль, чтобы без биения было. И вот камень на 76 с внутренним диаметром вы можете одеть. Тоже рекомендую вам вот такой иметь в хозяйстве. Переходной посадочный диаметр. Вот, у меня еще больше есть. У меня войлочный круг на 76 внутренний, я его могу вот так одеть. Войлок зажать. Вот такой вот у меня. Все, оденется камень. Не камень, а войлок. На эту камень нежелательно одевать. Ну вот и на этой, как бы, на этих фланцах и оправочках я сегодня хочу завершить наше видео. А дальнейшее видео еще о приспособлениях на наждак мы продолжим в следующем номере. До свидания, подписывайтесь на канал.